Сегодня темой нашего выпуска станет довольно щекотливое заболевание, то, о котором не принято говорить у мужчин, это простатит. Здравствуйте, мои хорошие. Простатит – это воспалительное поражение предстательной железы. А предстательная железа – сугубо мужской орган, вследствие чего данным недугом страдает только сильная половина человечества. По классификации принято разделять простатит на инфекционный и неинфекционный, застойный. В случае инфекционного простатита в предстательную железу попадают микробы, вирусы, бактерии, грибы и так далее. Неинфекционный застойный простатит развивается без инфекций. В начальной стадии заболевания застой крови в простате, как правило, вызван нерегулярной половой жизнью, малоподвижным образом жизни или переохлаждением организма. Таким образом, при простатите основную роль играет застой крови. Микробы работают уже на его фоне. По клиническому течению различают две основные группы простатитов – острые и хронические. В развитии острых простатитов основную роль играют бактерии. Для хронических простатитов бактерии имеют второстепенное значение. Что же происходит при этом заболевании? Простатит начинается с воспаления выводных протоков. С их стенок слущивается поверхностный слой клеток и накапливается в канальчиках вместе со слизью. Кроме того, образуются крошечные камешки. Они смешиваются со слизью и случающимися клетками. И в итоге формируются пробки, закупоривающие выводные протоки. Постепенно пробки нагнаиваются, дренаж долек простаты прекращается, и они перестают работать одна за другой. Правда, до закупорки выводных протоков обычно проходит довольно много времени. Иногда месяцы, иногда годы. Процесс развивается постепенно, а больной ничего не замечает, поскольку простата все еще производит секрет. А вот когда возникают микроабсцессы, начинают проявляться симптомы. Для простатита характерно жжение в мочеиспускательном канале, которое возникает непосредственно во время мочеиспускания или после него. Неприятные ощущения, как правило, распространяются вдоль мочеиспускательного канала и достигают головки полового члена. Воспаленная простата увеличивается в объеме и сжимает мочеиспускательный канал. Напор мочевой струи снижается, струя становится вялой, а может прерываться. Больному нужно прилагать большие усилия для полного изгнания мочи из мочевого пузыря. Больных беспокоят частые позывы к мочеиспусканию, особенно мучительные в рабочее время и во время сна. Боль является постоянным спутником всех видов простатита. При остром простатите болевой синдром носит выраженный характер, однако быстро проходит под воздействием лечения. При хроническом простатите боли чаще всего ноющие, изматывающие, причиняющие больному значительные неудобства и трудно поддающиеся лечению. Локализация боли при простатите может быть различной. Очагом боли при простатите является воспаленная простата. От нее по нервам боль распространяется на прилежащие органы. Придаток яичка, яички, прямую кишку, промежность, низ живота. Стоит отметить, что боли могут значительно усиливаться при эрекции и эякуляции. Временное переохлаждение также может вызвать обострение болей. Половые расстройства при остром простатите носят временный характер и исчезают параллельно с выздоровлением больного. При хроническом простатите нарушения в половой сфере могут приобретать стойкое течение. Наиболее частыми половыми расстройствами являются потеря полового влечения, нарушение эрекции или болезненной эрекции, затруднение эякуляции, ранняя эякуляция, присутствие крови в сперме, бесплодие. А помимо вышеперечисленных могут проявляться следующие симптомы. Неприятные ощущения при дефекации, учащенные и повелительные позывы к мочеиспусканию, тянущиеся уретральные выделения при дефекации, наличие в моче плавающих нитей, длительные ночные эрекции, ускоренное семяизвержение, стертый оргазм, повышенная общая утомляемость, психическая подавленность, ожидание дальнейших осложнений, тревожное состояние, снижение потенции. Не обязательно эти симптомы наблюдаются все сразу. Клиническая картина простатита весьма изменчива, как у разных больных, так и у одного того же больного во времени. Обследование является важной составной частью лечебного процесса. Не бойтесь посещения врача. В двух словах расскажу о том, что будет ждать обратившегося в лечебное учреждение. Первым, что делает доктор, принимая пациента, собирает перечень жалоб.
После опроса проводят осмотр, который состоит из наружного осмотра, ректального осмотра, инструментального исследования и лабораторного исследования. Наружный осмотр заключается в исследовании наружных половых органов мужчины. Врач визуально определяет наличие или отсутствие выделений, раздражений, высыпаний и так далее. После наружного осмотра врач переходит к ректальному осмотру. При ректальном осмотре простаты врач определяет ее контуры, границы, консистенцию. Далее врач направляет пациента на лабораторную диагностику и ультразвуковое исследование. К лабораторным исследованиям относят мазок, секрет простаты, анализ мочи, анализ на наличие половых инфекций. Течение простатита у каждого индивидуально, поэтому индивидуальны и лечебные программы. Самое трудное – индивидуально подобрать оптимальное сочетание терапевтических методов. Не пытайтесь заниматься этим сами, а кроме того старайтесь не менять своего лечащего врача. Для лечения простатита используются такие мероприятия, как антибактериальная терапия, массаж предстательной железы, физиотерапия, иммунокоррегирующая терапия и коррекция образа жизни. Только комплекс этих мероприятий поможет привести к желаемому эффекту. Лечение заболевания настолько трудное, что нельзя позволить себе пренебречь ни одним из записанных методов лечения. А самое ужасное, неприятное, больное, унизительное, по мнению подавляющего большинства мужчин, что ждет их при лечении простатита, это массаж предстательной железы. Однако это не так. Массаж является уникальным и незаменимым методом лечения простатита. Не стоит доверять методикам, которые готовы вылечить простатит без его применения. Действие массажа на предстательную железу заключается в выдавливании пальцем воспалительного секрета, скопившегося в ней, в протоке и в конечном счете в мочеиспускательный канал. С другой стороны, при массаже предстательной железы улучшается ее кровоснабжение, что усиливает действие антибактериальной терапии. Эффективность массажа предстательной железы при простатите обусловлена уникальностью ее строения и расположения, особым строением ее протоков. А нормализация образа жизни также необходима как для лечения, так и для профилактики простатита. Ведь если оставить без изменения предрасполагающие к заболеванию факторы, рано или поздно оно возникнет опять. Если при простатите пить горячительные напитки даже по чуть-чуть, обострение воспалительного процесса почти неизбежно. И наоборот, воздержание от спиртного равносильно постоянному применению хорошего лекарства. Переохлаждение, даже кратковременное, скажем, при купании в реке или озере, приводит к обострению. Физический труд и спорт, кроме плавания и езды на велосипеде, не вредят простате, тогда как сидячий образ жизни и труда затрудняет лечение. Употребление острых блюд может вызвать обострение, но некоторые продукты считаются острыми и противопоказанные при заболеваниях желудка и печени при простатите не приносят вреда. К таким относятся уксус, лимоны, кислые фрукты и ягоды, квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры и тому подобное. Это все ешьте на здоровье. Избегать надо лишь копченостей и жгучих блюд и приправ с перцем, хреном, луком и чесноком. А можно ли пользоваться методами народной медицины в лечении простатита? Не только можно, но и нужно, но только в сочетании с основным лечением, которое проводит ваш врач. Народное безотказное средство – тыквенные семечки, так как эти семена содержат много цинка, который необходим любому мужчине в любом возрасте. Они быстро лечат простатит. Нужно есть по 30 семечек в день до еды. Это как раз суточная доза цинка для организма. Хорошо помогает в лечении простатита и аденомы скорлупа каштанов. Скорлупа требуется с иголками. Ее нужно просто заварить и пить вместо чая. В сентябре каштаны спеют, приобретают коричневый цвет. Соберите наиболее спелые, очистите их от кожуры. Кожуру измельчите. 3 столовые ложки этой субстанции залейте 600 граммами кипятка на ночь. На утро процедите настой и упарьте его до 200 граммов на водяной бане. Пить необходимо по 30 капель 3 раза в день натощак. Курс лечения пока не закончится лекарством. После этого сделайте перерыв на 2 месяца, а затем повторите курс. Всего можно проделать 3 курса лечения простатита. Хранить настой нужно в холодильнике. Прополис считается самым мощным противовоспалительным и спазмолитическим средством. Также прополис является незаменимым элементом комплексной терапии. Петрушка обладает большим спектром полезных и целебных свойств. В особенности она снимает воспалительные процессы и восстанавливает половые функции. Сок петрушки нужно принимать по столовой ложке 3 раза в день, за полчаса до еды. Также полезно применять семена петрушки. Измельчите их в порошок,
4 чайные ложки полученного порошка залейте 1 стаканом кипятка, поставьте кипятиться на 15 минут, после чего остудите. Прием осуществляйте 4-6 раз в день по 1 столовой ложке. И в заключение скажу, никогда не рассчитывайте на быстрое выздоровление. Это самообман. Сказанное относится к любым лечебным методам. Если некто, слывущий феноменальным экстрасенсом или целителем-травником, посулил вам исцеление за 1-2 сеанса, больше не тратьте времени и денег на этого шарлатана. А воспаление предстательной железы – это заболевание, избежать которого значительно проще, чем его вылечить. Подумайте об этом. Возможно, вы предпочтете внести незначительные изменения в свою жизнь, которые будут полезны не только с точки зрения профилактики простатита, нежели потом страдать от этого неприятного и сложного заболевания. Не болейте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!